Давай. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем цикл наших видеопередач, рассказывая про автомобили, которые мы предлагаем нашим заказчикам. Сегодня в очередной раз мы бы хотели вам презентовать автомобили на базе шасси Nissan Capstar японского производства. Этот автомобиль довольно интересен тем, кто возит тяжелые грузы и хочет при этом ездить в центре Москвы без пропуска. Базовое шасси Nissan Capstar полностью собирается в Корее, доставляется к нам в Россию. И, соответственно, мы его берем за основу и надстраиваем любыми типами надстроек. В данном случае по просьбе наших заказчиков мы сделали промтоварные фургоны увеличенной высоты. Не 2 метра стандартные, а высотой 2,30 для перевозки автоматов и всяких холодильников, которые внутри нужны не менее чем 2 метра. В этой связи давайте я вам поподробнее расскажу про эти машины и покажу. Пойдемте. Очень интересная модель, интересна тем, что предлагается нам в виде шасси, соответственно, мы ее берем за основу, и что мы можем предложить. Японский производитель предлагает нам 3 года гарантии, либо 100 тысяч километров, межсервисный интервал 15 тысяч километров и средняя стоимость в районе 10-12 тысяч рублей. Очень экономичный, мощный дизельный двигатель, 150 лошадиных сил, 5-ступенчатая коробка передач и очень удобный салон. Конструкция кабины такова, что позволяет вам очень легко маневрировать в условиях города. Да? Прямоугольная форма позволяет вам без труда разворачиваться на улицах Москвы, маневрировать по пробкам, потому что передвигаться по Москве в последнее время стало крайне сложно. Японский автопроизводитель предлагает нам 3 колесные базы. В данном случае это самая короткая колесная база, на которой помещается фургон длиной 3 метра 10 сантиметров. Чтобы вы примерно представляли, это как у «Газели», нашей стандартной российской «Газели». Но эта колесная база не одна. Есть также средняя колесная база, на нее помещается фургон длиной 3,80 и кубатура в районе 16 кубов. А есть также длинная колесная база, на которой поместится промтоварный либо любой фургон длиной 4 метра 80 сантиметров. Для особо страждущих можно сделать и 5 метров длиной. В данном случае мы подготовили для наших заказчиков промтоварный фургон увеличенной высоты. Вы можете это видеть, так как мы дополнительно поставили обтекатели, чтобы не было большой поросности передней стенки. Пойдемте покажу фургон поближе. Здесь шасси исполнено двухскатной задней шиновкой с большим количеством листовых рессор, что позволяет перевозить в районе 2 тонн груза. На самом деле мало кто знает. Эта машина затаможена у нас в России под Б-категорию полной массой 3,5 тонны, но по Европе такая машина ездит с полной массой 4,5 тонны. Это специально для России лишнюю тонну срезали по документам, чтобы она попала в Б-категорию. При всем при этом конструктивно задняя подвеска не была изменена, поэтому вот эта лишняя тонна как раз раскидывается по осям, примерно в соотношении грузоподъемность на заднюю ось 2600, на переднюю ось, соответственно, 1900. В этой связи с установкой легкого промтоварного фургона можно рассчитывать на грузоподъемность 2, 2200, 2300, в зависимости от того, какой тип фургона стоит. В данном случае промтоварный фургон. Это наиболее простое исполнение с обычной штанговой фурнитурой, так называемая нами погремушка. Простой фургон, без изысков, самый дешевый, стоимость в районе где-то там 90 тысяч рублей. Внутри ничем не обшит. По желанию заказчиков мы его, конечно, можем обшить и фанерой. Если есть необходимость, мы можем также установить и боковую дверь любого размера, одностворчатую, двухстворчатую, любого размера в любом месте. Имейте это в виду при оценке ваших потребностей в транспорте, в том, как он функционирует. Опционально эта машина еще удобна тем, что сюда можно установить гидроборд грузоподъемностью 750 кг, как выполнено на этой машине. Он вешается, соответственно, на заднюю часть рамы, удобен в эксплуатации.
и позволяет производить погрузочно-разгрузочные работы товара, который не может быть разгружен в обычном, привычном для нас режиме руками. Вот, соответственно, здесь установлен немецкий гидроборд Бар-Карголифт. Он имеет управление как руками, так и ногами. Здесь исполнены клавиши. Здесь, соответственно, вы можете, нажимая на клавиши, выбрать необходимый алгоритм себе работы, как я. Пауза. Наша компания может предложить вам любой тип фургона. В данном случае это самый простой фургон, промтоварный. В зависимости от ваших потребностей мы можем вам предложить либо это бортовая платформа с тентом, каркасом, без тента, можем установить задние ворота, либо промтоварный фургон изотермический, либо из сэндвич-панелей, где мы в основном и специализируемся. Сэндвич-панель может быть выполнена с толщиной стенок 40, 60 или 80 мм, в зависимости от того температурного режима, который вы перевозите. Мы не ограничиваемся установкой фургонов одного завода, у нас их в районе 5, поэтому мы вам можем предложить, в зависимости от ваших пожеланий, ваших финансовых возможностей, кузова различного качества, различного уровня, а также установить любое холодильное оборудование, которое представлено на российском рынке. Это Carrier, Thermoking, Zanotti, Elinch, корейские холодильные агрегаты с Danjin Thermo, а также в случае необходимости дополнительные воздушные отопители. В основном это идут у нас в Webasto. Внутрь фургона также можно опционально поставить и штору из ПВХ, а также пол выполнить в виде рифленого алюминия. В данном случае у нас сетчатая фанера. Стоп. Кабина автомобиля обладает очень хорошей эргономикой. Помимо того, что сама выполнена в таком угловатом виде, соответственно, это дает возможность иметь больший объем по сравнению с тем же, например, Hyundai Porter, где места очень мало. Полноценная трехместная кабина, 3 отдельных сиденья, ремни безопасности, очень удобный руль, хорошо выполненная коробка передач, все под руками. В данном случае это базовое исполнение, комплектация называется Base. Что идет с завода? Бортовой компьютер, обогрев зеркал, электростеклоподъемники, ну, наверное, все. Опционально здесь может быть установлено 3 комплектации. Она называется комфорт и комфорт с кондиционером. Соответственно, у нас есть возможность сейчас вам показать комплектацию комфорт с кондиционером на машине с красной кабиной. Пауза. Блять, я что-то... Достаточное количество подстаканников, удобно выполненные кнопки под рукой, блокируют также опускание стеклоподъемника, если вам это необходимо. А вот так выполнена комплектация комфорт с кондиционером. Дополнительно здесь установлена магнитола с Bluetooth и добавлена кнопка включения кондиционера, а также центральный замок и управление им дистанционно с кнопками. Вот в этом и есть, в принципе, все отличия. Доплата за комплектацию комфорт с кондиционером составляет 65 тысяч рублей, что предоставляет вам возможность выбирать либо попроще автомобиль, либо побогаче.